Всем привет! Мы сегодня вам показываем нестандартное нанесение декоративной штукатурки с эффектом песчаных вихрей. Мы сегодня наносим декоративную штукатурку Asti. Не обращайте внимания на ведерко, это то, с чего мы наносим образцы. Торговая марка Tiziana, Asti. И давайте сделаем на нее скидку на весь сентябрь. Я смотрю, люди любят скидки. Вот маэстро у нас как зашел хорошо со скидкой. Пусть будет на Асти тоже 20% в течение сентября. Она есть в разных базах. Серебро, золото, медь, бронза. Вроде так. Колируемая, разбавляемая водой. Мелкий такой красивый песочек, перламутровый фон. И посмотрите, вот на него смотришь прямо, да, и он как будто матовый. С другой стороны смотришь, видно, что он прям перламутровый. И песочек такой мелкий, приятный на ощупь, не царапает руку, ничего. Этот образец мы наносим на не особо подготовленную стену. Ну, чем стена лучше подготовлена, тем лучше. Смотрите, если нравится этот образец, то можно, допустим, наносить его на акцентные стены. Либо вообще, если, допустим, особенно молодые люди, они любят такие вот яркие какие-то варианты решения. Я надеюсь, вам понравится. Мы перекрываем старое покрытие, которое когда-то наносили. То есть, соответственно, стена у нас не идеальная, если говорить про ваши стены. Используем мы для фонового слоя краску. Это краска Prima Bianca Tiziana. Она у нас есть, вот в этом цвете мы ее наносим. Вообще можно использовать специальный праймер. Есть у Tiziana праймер, это фонда 1 или фонда 2. Если вы будете у нас заказывать, мы подберем вам все необходимое, все, что нужно. То есть посчитаем, что выгоднее. И наносим в один слой, укрывая. Посмотрите, укрывистость. Хорошо укрывает такой достаточно яркий зеленый цвет. Нельзя сказать, что под декоративную штукатурку Asti с эффектом песчаных вихрей не требуется идеальная подготовка. Так сказать нельзя. Но мы вот в данном случае будем вот так наносить на такую поверхность и посмотрим, что у нас получится. Посмотрим баночки. Давайте, пока Роман наносит, мы посмотрим, что мы используем. Вот это у нас краска Prima Bianca колерованная. Дальше мы используем Asti, и они разные. Так, в чем у нас преимущество? Нанесение такое достаточно интересное. И здесь Asti серебро, Asti бронза, Asti медь, Asti золото. То есть все вот эти вот баночки мы будем использовать. После окрашивания, ну, посмотрите, нужен ли второй слой. Я думаю, что не нужен. Но вы по месту посмотрите. Бывает иногда нужен. Бывает такое, да. После высыхания, а сохнет она, ну, 4-6 часов, да, давайте так скажем. Кому важно прям время, а бывает и дольше. После высыхания будем наносить непосредственно уже сами песочки. В чем преимущество данного вида вот покрытия? То есть это перламутровые пески. Есть в разных базах, я повторяюсь, это база золото, медь, бронза, серебро. Все они колируемые, все они в меру такие, ну, красивый перламутр и мелкий-мелкий такой песочек, приятный на ощупь. Дальше вот, когда будем наносить, увидите. Все, считайте, что мы покрыли и оставляем сохнуть. Высох праймер, да, скажем праймер, это краска у нас была Prima Bianca краска. И мы Asti в разных цветах, ну, заколеровали, во-первых, базу серебро, в светлый такой цвет, бирюзовый назовем его, да, и в яркий цвет назовем его синий, серо-синий такой цвет. И немного взяли неколированного. Также у нас Asti золото, Asti бронза и Asti медь. И вот эти вот все такие красивенькие, перламутровенькие, вон они какие красивенькие. И мы будем их наносить. Пробуем. Серебро. Накатываем прямо валиком. Серебро. Asti серебро. Производитель Tiziana Deluxe. Приобрести можно у нас в том числе.
Не в том числе, а в первом числе. В первом числе у нас надо это все покупать. Стоимость абсолютно адекватная, доступная. Не заоблачная какая-то высокая цена, а абсолютно адекватная цена. Причем, если я не ошибаюсь, вот как бы не соврать, по-моему, все базы в одной цене. Я, кстати, уточню этот момент, посмотрю. Я не помню так на память. У нас большой ассортимент, и, к сожалению, я не помню на память все позиции по стоимости. Самые ходовые, конечно, я вам сходу назову. А пески – это такое, ну, своеобразное такое покрытие. Кстати, вопрос. Праймер должен быть бежевый именно? Нет. Он может быть любого цвета, ну, белого в том числе. С помощью кисти. Вертикальными движениями. Вот что у нас получается, вот поближе так. То есть линии такие. Рано еще, да? Угу. Рано. То есть песочки, чтобы разгонять, тоже нужно время подловить. То есть он не должен быть высохший и совсем-совсем свежий тоже не должен быть. Так, делаю вывод, что нам нужно покрыть всю стену серебром, да? Ну да, фон создать. Фон. А вмешивать другие цвета мы будем по сырому или по сухому? Сырой. В сырой. То есть всю стену не накатываем, а накатываем небольшой участочек, в который нужно будет вмешивать другие цвета. Так, расход будет здесь, я думаю, что общий расход, ну, грамм, наверное, 200-300, да, ведь на квадратный метр? Мало-то не будет, 100-150 никак не войдете. 200-300 грамм расход будет. Мы еще учитываем, что у нас не идеальная поверхность. А для чего намазываем еще? Погуще надо? Чтобы банку не освободить. А, банку освободить. Ну, чуть погуще, да, можно. Так как валиком все равно выкладываем тонко. Какие щетки у нас есть в продаже? А вот такие щеточки мы привезли. В продаже есть они у нас. Удобная очень щеточка. И формируем линии. Местами как будто бы не прокрас, но это закроется ведь, да? Вот так получается у нас. И в горизонтальном направлении тоже можно. Ну, то есть мы сейчас создали рогожку. Ну да, рогожка такая у нас получается. Я уж людям-то показала. Вот такая рогожечка. Далее мы используем вот этот вот цвет бирюзовый. И вмешиваем совсем немного с помощью кисти. Можно также этой же щеткой будет потом растушевать. Вмешиваем разные цвета тепереча. Крестообразными движениями, а вернее горизонтально-вертикальными. То есть линии должны быть более-менее прямые, не изогнутые. В этом суть. Ну, хотя изогнутые тоже может имеет место быть, но у нас просто задача сегодня другая. Хаотично распределяете по поверхности цвет. Ну, как-то издалека можно вот так отходить, смотреть, куда добавить, где убавить.
Вот так. Дальше будем использовать, видимо, синий цвет. Видимо, я подозреваю. Яркий синий немножечко добавим. Тоже местами. Цвета, кстати, вы можете, конечно же, регулировать. То есть можно другие цвета использовать. Поближе подойдем. Будем вглядываться. Так, наверное, можно клиентам привет передать. Мы сейчас видео снимаем, а у нас в отделе в «Гвозде» гости приехали из Самары. Покупатели достаточно далеко, ну сколько, 600, наверное, километров. И они с менеджером, с Жанной подбирают штукатурки декоративные. К нам часто начали приезжать ближайшие города. Это и Казань ездит, и Екатеринбург были, Пермь были. Ну, то есть я уж не говорю про местных наших, Глазов, Можга. Дальше мы используем... Это золото у нас, да? Да. Асти золото. Баночка, смотрите, красивенькая какая. Прям золото, золото красивенькое. У нас все есть в наличии. Ну, правда, количество... Объемы у всех разные, но все вот это, все, что мы сейчас показываем, есть в наличии. По официальной заводской цене. Этот вопрос иногда возникает. Почему-то все думают, что мы у завода купили и накручиваем. Мы ничего не накручиваем. У нас официальная цена завода. Официальная. Это акцентный вариант, я думаю. Хотя кто-то любит такие яркие краски во всех помещениях. Но мне кажется, что можно, допустим, если делать большую гостиную, то вот это вот одна акцентная стена, а остальные точно такие же, но более светлые тона, спокойные и только два цвета, да? Правильно я думаю? Подозреваю я так, что можно использовать, например, белый и голубенький. Это творческая работа. Она даже в какой-то степени успокаивает вот это именно нанесение. То есть такая своего рода медитация, что ли. Как ее назвать? Вот так уже смотрится, но это еще не все. В процессе еще можно также поправлять вот уже нанесенное с помощью щетки, вот так растушевывать, чтобы рисунок был, ну, смазанный, что ли, как это сказать, плавно перетекающий друг в друга. Да и рогожку мы создаем с помощью этой щетки. Берем яркий цвет. Так, кто это теперь? Покажите баночку, пожалуйста, нам. Так, ну-ка, дайте я сама посмотрю. Так, вот так она выглядит. Асти. Бронза. Это у нас пробничек такой вот. С бронзой аккуратней. Густо ее не делайте. Макнуть кисточку совсем слабенько, чтобы вот так получалось, чтобы не было ярких пятен. И добавляем.
Растушевываем до тех пор, пока она не начинает вам нравиться. Чтобы размыть яркие слишком пятна. Так, Асти. Декоративное перламутровое покрытие с эффектом песчаных вихрей. Металлизированный эффект. Разбавляемое водой. То есть можно было пожиже развести, например, чтобы полегче наносить, если вам хочется так. Ну и расход, соответственно, будет выгоднее. Можно водичкой процентов 5-10 разбавлять. Смотри, как съезжает она, то есть смахивает. Допустим, у нас тут бронзовый, тут синий. Ну-ка. Вот это смешивание идет. Да, чтобы не было ярких переходов таких вот плавных, чтобы были они. Так, а это у нас что, медь? Медь рыжеватая. Рыжеватая такая она. Бронза, она немножко скоростна, а медь, она такая рыжеватенькая. Все они одинаково красиво перламутровые, с мелким песочком. Сейчас еще высохнет, будет видно. Перламутр красивый. Цена, если интересует, напишите по ссылкам в описании. Есть, ну, там есть контакты для связи. Это Viber, WhatsApp, ВКонтакте. Просто по ссылке переходите и задаете свой вопрос. Поможем вам рассчитать. И доставку посмотрим. И заколеровать можно. Ну, то есть все это колируемое. Даже бронза и медь колируемые. Я уж не говорю про серебро. Видите, как смешивается хорошо, интересно получается. Здесь у этого образца еще есть плюс. Даже после высыхания, если вы что-то хотите добавить, какой-то тон, вы можете это сделать. Очень большое преимущество у этого способа нанесения. Но и он новый, интересный. Ведь невозможно же все одно и то же наносить. Ну, может, он не такой уж и новый, кто-то ведь его наносил. И щеточкой снова разгоняем. Также щетка есть у нас в продаже, как и пески. Вот становится как интересно. Еще раз повторюсь, что, допустим, это может быть акцентная стена, а остальные стены вот таких вот оттенков. То есть чуть-чуть синенького, чуть-чуть голубенького. Или белый и голубенький. Я так говорю, как будто все поняли. Может, ничего не поняли, задавайте вопросы в комментариях. Решили немножко добавить, как я и говорила, что в процессе можно добавлять. Мы решили, что светловат верх. И добавляем его синим цветом. И я бы еще хотела, наверное, на желтый немножечко, чтобы заходила синева. Это мне так видится. Каждый видит по-разному. И тут на вкус и цвет вообще товарищей нет ни одного. Ну, хотя кто-нибудь да есть.
Щеточка придает нам эффект ткани. Ну, то есть рогожечка такая создается. И разгоняются песочки и смешиваются цвета. Более выгодно получается, чем кисточкой махать. Нет предела совершенству. И еще добавляем золото местами. И вот так вот добавляем, пока все не будут счастливы.